Привет! Я сейчас тебе расскажу о единственно верном способе, как сделать действительно хорошую глиняную штукатурку. Итак, проблема в глиняных штукатурках в том, что она может или сыпаться при трении об стену, или потрескается и тоже кусками вполне отваливаться. То есть нам нужно, чтобы было что-то среднее, чтобы она не трескалась, но в то же время еще не начинала сыпаться. Дело в том, что жирность глины везде разная, и чем больше ее жирность, тем больше появятся трещины. Если у нее слишком низкая будет жирность, то она начнет сыпаться. И чтобы понять, какой раствор нам готовить, нужно приготовить несколько тестовых и понять, какой нам больше всего подходит. Вроде бы кажется информация элементарная, но многие этого не делают и в итоге получают некачественную штукатурку. Что мы делаем? Берем чисто глина, какая у нас есть. Засыпаем в ведро. Пару жмень, много не надо для теста. Сюда также добавляем опилки. Вместо опилок можно добавлять мелкорубленную солому. Опилок или мелкорубленной соломы нужно добавлять где-то 1/10 часть от всего раствора. Теперь перемешиваем все это с водой. Если у вас глина жирная, то вы сразу это увидите. Вот видите, она как пластилин лепится. Такую глину обязательно нужно разбавлять песком, но для чистоты демонстрации я также покажу, что получится, если из такой глины сделать штукатурку. Перед нанесением глиняной штукатурки стену желательно смочить водой. Но я этого не буду, потому что я уверен, что у меня здесь сцепление будет хорошее. Здесь известковая побелка, и оно хорошо к этому схватится. Можно это делать любым инструментом. Мне нравится штукатурить руками. Сразу же разгладим это при помощи вот такого шпателя. Дальше сделаем то же самое. 2 жмени глины. И добавим сюда уже 2 жмени песка. 1, 2. И опять же опилки. И снова все это дело перемешиваем. И таким же образом наносим на следующий участок стены. И еще сейчас сделаю 2 раствора, где будет соотношение 1 к 2 и 1 к 3. Прошло где-то дня 4, как видно, штукатурка вся высохла. Эта верхняя штукатурка, где сплошная глина была, настолько высохла, что и отвалилась. В ней до ужаса появились большие трещины. Вот можно какие-нибудь куски взять, что отвалилось. О, да? Видите, да, как оно изгибалось просто все. Просто на такие вот куски оно все раскрошилось, вот что будет. Вот 1 к 1 также не подходит, а 1 к 2 как раз самая идеальная штукатурка получается. У нее нет трещин, и у нее достаточно большая прочность. Видно, вообще песок не сыпется. Прекрасно. 1 к 3 уже так вот тоже, в принципе, может подойти. Ну все, дамы и господа, все, что вам надо знать о штукатурке, больше ничего делать не надо. Узнаете, с каким соотношением у вас получится вот такая поверхность. Замешивайте и штукатурите. Спасибо, что посмотрел. Оставляй в комментариях свой опыт использования глиняных штукатурок. Подписывайся на канал. И пока. Удачи. Спасибо всем, кто помогает собрать деньги на переделку крыши.